Всем привет, с вами Евгеньевич, и сегодня я расскажу про чудеса в страйкболе, которые случаются, если достаточно долго верить и ждать. Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. В 2020 году многие игроки воспринимают текущий технический уровень в страйкболе как данность. Аккумуляторы маленькие, но емкие. Автоматы с выхлопом 120 метров в секунду стреляют на 70 метров. А страйкбольные гранаты с активной скобой можно купить в любом страйкбольном магазине, и стоят они не космос. Но так было не всегда. Поэтому, с вашего позволения, я вспомню историю. На примере уральского страйкбола еще в 2008 году страйкбольные гранаты игроки делали сами из петард, гороха и трубки от туалетной бумаги. Страйкбольные гранатометы тоже были, но выстрелы к ним продавались только газовые, дробовые. Серийные вышибные выстрелы промышленного производства для гранатомета были просто фантастикой, а производителей страйкбольной пиротехники вообще не было как класса. Только отдельные рукастые страйкболисты пытались сделать что-то самодельное, как могли. Например, в 2009 году в Екатеринбурге в одной ныне уже несуществующей команде разработали подствольник на вышибном заряде с системой электроинициации. И даже сняли про это видос, который я откопал в недрах Ютуба. Олды говорят, что уже через час после публикации этого видео автору позвонили из местного управления ФСБ и пригласили пообщаться. Чем это закончилось, я лично не знаю. Помимо спорного юридического статуса, гранатометы и выстрелы к ним не отличались надежностью и безопасностью, так как никакого контроля за всем этим не было. И отдельные самоделкины легко могли насыпать чуть больше пороха, чем это нужно. Это приводило к совершенно разным ситуациям и последствиям. До появления VOG-25S от StrikeArt оставалось 6 лет. До появления самой компании StrikeArt 4 года. Тагин пошли по пути высокоточных выстрелов, работающих от газа. Первые таги появились в 2010 году. А StrikeArt пошли по пути народных бабахов на вышибном заряде, и в 2015 году на рынке появился революционный для своего времени продукт — выстрел VOG-25S. Это был первый серийно производимый выстрел для подствольника на пироэлементе с электроинициацией, но для использования требовалась модернизация гранатомета. На нашем канале даже выходила видеоинструкция, как это сделать. Надежность работы изделия, к сожалению, сильно зависела от прямоты рук того, кто дорабатывает гранатомет. Да и сами выстрелы не отличались выдающимися характеристиками. Но это был первый серийный сертифицированный выстрел на пироэлементе для подствольника, который можно было просто прийти и купить в магазине. Да, к его работе было много вопросов, но все равно это был огромный прорыв на рынке страйкбольной пиротехники. В 2015-2016 году VOG-25S заимел хорошую популярность. Его даже пытались подделывать разные кустарные производства. Желая улучшить продукт, StrikeArt решили отойти от необходимости дорабатывать пусковое устройство, предложив использовать готовые адаптеры, которые просто вставляются в гранатомет без инструментов. Результатом работы стал VOG Тюльпан. Это примерно тот же VOG-25S, только с разъемом тюльпан в тыльной части. Тюльпан был уже лучше, чем предыдущий выстрел, но требовал покупки модуля инициации, который с переменным успехом пытались сделать разные сторонние производители, и не у всех это получалось хорошо. Я, например, лично помню, как мы пытались снять обзор на адаптеры от одного стороннего производителя. Но в итоге из 11 предоставленных на обзор адаптеров не работали 8 или 9. В итоге обзора вообще не случилось, а производство адаптеров вообще свернули. Параллельно с этим Тагин тоже не стояли на месте и разрабатывали гранатометы, которые стреляют точно и далеко. Даже появились выстрелы на вышибном заряде, но в их концепции все это работало с пусковыми устройствами от Tagin или даже отдельными гранатометами от Tagin, которые находятся в более высоком ценовом сегменте. StrikeArt же старается остаться в своем народном бюджетном сегменте и продолжает экспериментировать с пусковыми устройствами и типами выстрелов для них. Появляется гранатомет «Малыш» под VOG Тюльпан, затем выстрелы «Чекист» и пусковые к ним. Появляется механическая гильза с ударной инициацией, а потом ее заменила гильза с электроподжигом. И вот, наконец, StrikeArt выпускает свой унитарный выстрел «Толкач»,
который не требует никаких пусковых устройств, кроме, собственно, стандартного гранатомета. Вставил, нажал и бабах. Никаких адаптеров, специальных пусковых устройств, электричества, газа, взвода пружины и так далее. Просто вставил в гранатомет, нажал, выстрелил. Выбросил пустую гильзу, вставил новую, нажал, выстрелил. Выбросил гильзу, вставил новую, нажал, выстрел. Все очень просто. Чтобы дорасти до этого продукта, страйкбольному рынку пиротехники понадобилось 11 лет. 11 лет, Карл! Ограничения, конечно, у толкача тоже есть. Из-за своей конструкции он подходит только для натовских гранатометов. То есть для гранатометов, где есть зацеп под юбку донца. Посмотрим подробнее, что из себя представляет ВОК-толкач от StrikeArt. Корпус выполнен из картона, диаметр 40 мм, длина с закраиной 109 мм. Имеет пластиковое донце с юбкой. То есть по габаритам толкач очень похож на стандартный выстрел западных гранатометов типа М203 и М209 и без проблем помещается в подсумки и бандольеры, предназначенные для них. Обратите внимание, что донце выстрела имеет два разных диаметра. Это связано с тем, что у большинства страйкбольных реплик гранатометов посадочный диаметр для выстрела равен 43 мм, а у мушкетона от Цимы 42 мм. Если сделать диаметр выстрела 43 мм, в мушкетон он просто не влезет. Если сделать 42 мм, во всех остальных гранатометах он будет проваливаться. StrikeArt нашли простое и изящное решение. Сделать два диаметра на одной детали. Теперь ВОК-толкач можно использовать с любым гранатометом. Нужно просто повернуть донце нужным диаметром по месту. Внутри гильзы находится сам выстрел с пироэлементом мощностью как Корсар 4 и горохом. Вышибной заряд и инициатор. Инициатор закрыт наклейкой на донце. Летающая часть полностью идентична таковой ВОК-тюльпан. Поэтому и летит все точно так же, на 60-70 метров. Точность позволяет попасть в группу пехоты или метров с 30-40 в окно здания. Справедливости ради стоит сказать, что при создании ВОК-толкач не обошлось без ложки дегтя. Дело в том, что в первой партии этого продукта было очень много брака, и производитель даже ее отозвал обратно, что наложило свой отпечаток на продукт в глазах пользователей. Кстати, точно так же было с гранатой Егерь, когда она только вышла. Но StrikeArt, как всегда, переработали конструкцию и исправили выявленные проблемы. У нас на тестах несработок из новой партии толкачей уже не было. Хотя первые толкачи у нас тоже летели не все. Какая статистика будет у игроков, покажет только время. Ну и на сладкое поговорим про деньги. ВОК-толкач стоит 200 рублей. При этом не нужно покупать никаких адаптеров или пусковых устройств для вашего гранатомета. Самый бюджетный гранатомет под выстрел и толкач — это мушкетон. В том же магазине Airsoft Rus без скидок он стоит 4100 рублей. Итого комплект из десятка выстрелов и пусковое устройство вам обойдется в 6100 рублей. А если сумеете урвать мушкетон по скидке, то еще и дешевле. К сожалению, в силу конструкции вы не сможете использовать этот выстрел с гранатометами ГП-25 и ГП-30. Зато реконструкторы темной стороны теперь могут использовать свои любимые натовские гранатометы без всяких доработок и адаптеров. Выстрел-толкач уже продается во всех страйкбольных магазинах и магазинах сертифицированной страйкбольной пиротехники. Несколько ссылок я оставил в описании. А у меня на этом все. Как всегда, предлагаю обсуждать это видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал. До скорого!